Итак, здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. И такая тема. Сегодня решил я вам рассказать про эту сборку. Обещал. Сборка фановая, довольно интересная, но на ней, однако, я влетел в пятую лигу. Э, Да, конечно же, тогда у меня, во-первых, кристалл был улучшен до, получается, 16 уровня. Да, тогда у меня Цукамагами также был улучшен на 3 раза аж, то есть тогда на тот момент до 17 уровня. То есть, все-таки на 16 он уже выглядит чуть посильнее, чем на 15. Вот. Ну, а так, в общем, пробежимся по героям. Кто для чего, я быстренько расскажу. И потом будет небольшая, просто несколько боев, наверное, я выложу. И сами увидите, как приблизительно эта сборка работает. То есть, довольно трудно показать прям все ситуации, но я постараюсь здесь рассказать о каждом герое немножко отдельно, а потом уже во время боев посмотрите. Бои я комментировать не буду, поэтому под веселую музычку что-нибудь там замутим. Итак, поехали. Ну, конечно, главенствуют здесь, в этой именно сборке, два героя. Это, во-первых, Кристалл, то есть его изменили в этом событии, перед этим событием. И теперь он вот так у нас выглядит. То бишь при атаке врага порядка накладывает проклятие 18 на врагов. Очень важно, что именно при атаке врага порядка. То есть если у врага порядка нет, то могут возникнуть некоторые проблемы, но обычно хотя бы одного-двух порядков таскают. То есть ту же самую остру, либо того же самого стрика. Поэтому сколько-то не сколько-то, но проклятие обычно накидывается. Далее у нас при атаке врага с проклятием наносит 30 урона ему, ей, и исцеляется на сумму нанесенного урона. То есть это работает как у Чупакабраса, такой своеобразный вампиризм, ну это и есть вампиризм. Вот, то есть, когда враг с проклятием атакует, то наносит ему тридцатничек, и, соответственно, сам кристалл исцеляется. Ну и перед атакой врага дает щит судьбы союзному варлорду. Очень полезная тема, то есть когда вы даже можете там по всем параметрам вы проигрываете, ставить щит и, соответственно, вы выживаете. Но учитывайте, что этот щит судьбы работает один раз. То есть если выходит, например, тот же самый там ярость, либо тот же самый легион там с тремя-четырьмя атаками, он отразит щит этот, только первую атаку. То есть здесь не уточняется, но работает он только один раз. То есть крыса ударит один раз по факту у вас в тело, то есть первый щит сработает, второй раз, когда крыса будет атаковать, щита уже не будет. Учитывайте это очень важно. Ну и по поводу той же самой доп. Урона, вампиризм, отгосты, все это проходит, то есть герой атакует, щит слетает, и, соответственно, доп. Урон наносится. Поэтому учитывайте это. И, соответственно, в связке с ним идет наша любимая Грэмори. Баг продолжает работать, то есть 50 на 50. Может сработать, может не сработать. Я стараюсь все равно с первых ходов уже начинать накидывать проклятие. То есть и доходило там у меня иногда и до 500 проклятий на Варлорда. То есть, грубо говоря, там 2000, 1000 урона. Вот, тоже мне надо ее загнать, конечно, на 16 уровень, пока не получается. То есть при атаке накладывает проклятие 10, в моем случае, на двух случайных врагов. При смерти врага с проклятием накладывает проклятие 44 на варлорда. То есть вы понимаете прекрасно, что Кристалл раскидал свои проклятия по всем героям. И, допустим, после этого Грэмори там с помощью вот этого доп. Урона там слила всех к чертовой матери. Ну и получается, что там ушло сразу у Варлорда иногда там 5, 6, 7, 8 проклятий. Особенно, когда стрик выходит и сносит все поле, которое с проклятиями. Далее. Основная здесь еще фишка, это, конечно же, Харон. При атаке размещает, ну, в моем случае, 3 руны. Превращается в кинотав 144. Ну, про Харона все прекрасно знают. И при атаке союзника, включая себя, наносит тридцатник случайному врагу хаоса. Когда он вылезает из кинотафа, он продолжает у меня тридцатник наносить. 16 уровень дает это делать. Вот. Он в основном для чего? Ну, в основном он под Сукамагами и также под Грейс. То есть она раскидывает быстрее проклятия, быстрее, соответственно, долбит от кристалла и быстрее все это уходит в Варлорда. Ну, в принципе, Харон здесь работает со всеми. То есть тот же самый стрик, я его стараюсь всегда ставить на двойную руну, конечно же, и когда, допустим, тот же Огр уже поставил свои камни. То есть тогда там урон идет просто огромнейший, мы ставим свои камни, и там по 150, по 140 влетает
во всех противников 2 раза, то есть фактически любой стол чистится. Далее, здесь взят Цукамагами, в основном он взят, ну, я даже не знаю, он может постоять, то есть против той же самой Грейс, например, потому что он имеет уклонение. Если он не убивает его сходу, все-таки здоровье, ну, в принципе, туда-сюда, ну, чуть-чуть, но есть как бы. То есть, если он выстаивает, то Грейс, соответственно, промахивается и такое. Но эта опция абсолютно Цукамагами не обязательна. Я его тогда взял больше тоже по фану, посмотреть. Ну, вот играю с ним, и как бы мне нравится. Можно любого ближника сюда поставить. Может быть, даже Артура. Он хорошо прикрывает кристалл, а кристалл прикрывать надо. Харон здесь тоже справляется, потому что раздает баблы. То есть, ну, дело такое. Ну, здесь у меня взят мой дорогой и горячо любимый Вилана. Больше все-таки для, опять же, так как пачка полностью практически защитная, то есть больше для того, чтобы, ну, немножечко срезать кому-то атаку и похилиться. Есть экстренные ситуации, когда надо похилиться, на двойную атаку его ставишь, и там нормально, в принципе, здоровье он успевает набрать. Ну и остались у нас и Остро, и Огрок. И Остров взята, ну, понятно для чего. Хотя, с другой стороны, ее, может быть, можно заменить на того же самого Грута. Если у вас, ну, все-таки Остро, конечно, посильнее за счет даже вот этих 8 здоровья. Пусть здесь не так много, ну, скажем так, девушек, их всего 2. Но она делает свое черное дело и, в принципе, неплохо с этим справляется. Ну и Огрок. Огрок просто у меня хорошо прокачан. Доп. Урон, блоки, в принципе, плюс еще атаку он раздает. А здесь атаки не так много. Ну, только вот Цукамагами. То есть за счет него тоже получается иногда побеждать. Ну, вот так вот, в принципе, вырисовывается все эта пачка. Ну, а теперь, ребятушки, я с вами прощаюсь. И увидимся в конце видео, когда мы посмотрим все эти бои. Тогда и я вступлю в дело опять. И немножечко еще буквально поболтаем. Увидимся. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. There's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Silent for the wind is cold. You must return to the wild. Silent for the wind is cold. You must return to the wild.
Time ticks and decays, never to return, never to feel whole. Isn't it so easy to lose yourself in time, to draw a finish line, to give yourself to one beyond what's good and bad? It kills me not to know. Lost beyond the edge, planning what to say. It kills me not to know, but yet I carry on, letting go of safety, holding on to fear. Will you be there when beyond what's good and bad? And I feel you coming close.
down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. You always want what you can't have, and what you have you can't. But still my heart, the moment I laid eyes on it. Well, how do you know how you will feel when everything changes? Итак, как видите, сыграли 3 игры, 2 из них выиграл, одну из них проиграл. Проиграл на тоненького, чуть-чуть не везло с Грэмори. Может быть, ну, скорее всего, конечно же, это я где-то ошибся. И я уверен, вы бы сыграли здесь по-другому. Но суть в том, ребята, что сборка работает, сборка интересная. То есть вот эти длинные партии, да, я иногда играю здесь, ну, и по полчаса, и по 40 минут бывает. Ну, вот меня, собственно говоря, из 5-й лиги вышвырнуло нахрен. Но опять же, нужно, во-первых, улучшать кристалл, во-вторых, либо улучшать, то есть повышать, либо менять сукамагами. Потому что, ну, в таком виде у него все время чуть-чуть чего-то не хватает. То есть, ну, не суть как бы. Это ладно. Но сама сборка по себе реально интересная. То есть на ней можно действительно достигать, нужно привыкнуть к ней. И на ней реально можно делать красивые вещи. Вот, надеюсь, вам это видео понравится. И я заслужу ваш маленький лайк, либо дизлайк, если вы считаете, что автор налупил здесь косяков по самое не могу. Вот, также буду благодарен комментариям. Ну и предлагайте ваши интересные сборки. В принципе, можно ввести, да, новые какие-то категории видео по поводу сборочек. Ну и по поводу YouTube непонятно, закроется, не закроется. Если закроется, то когда закроется. В общем, если что, ребятушки, ну, во-первых, есть телега. Во-вторых, ну, значит, буду где-нибудь, может, на Яндекс.Дзен пойду, действительно, может, еще что-нибудь. Рутуб есть, в конце концов, как бы это ни звучало.
Вот, ну, по-любому, как бы, никуда я не денусь, то есть буду также все, значит, в телеге буду выкладывать свои небольшие видосики и показывать там, ну, в общем, не пропадем, я думаю, и не потеряемся. Вот, поэтому предлагаю подписаться на канал, ну и у кого есть желание, то заходите к нам в телегу, компания там собралась отличная. Вот, в принципе, и все. Крайне признателен за просмотр, и пока-пока, ребят, пока.